Всем привет! В этом мастер-классе мы вместе научимся вязать вот такую красивую французскую резинку. Я быстро и просто покажу, как ее вязать поворотными рядами и по кругу. Она имеет очень красивую лицевую рельефную сторону и ровную изнаночную. Этот узор используется при вязании разных изделий – шапок, кардиганов, кофт. Также часто применяется как декоративная отделка манжета, ворота и карманов. Если вы впервые на моем канале, то рада приветствовать вас в своей уютной вязальной студии Momo Snail. Тут мы вместе учимся вязать спицами и крючком и просто вдохновляемся. Не забудьте подписаться и поставить лайк. И если вы готовы, давайте начинать! Сначала давайте разберем этот узор на поворотных рядах. Набирать петли мы будем классическим способом. Количество петель должно быть кратно 3. Плюс мы добавим 2 петли для симметрии и 2 петли кромочных. Итого для образца я набрала 24 петли, плюс 2 петли для симметрии, плюс 2 петли для кромочных, итого 28 петель. Раппорт узора составляет 3 петли и 2 ряда. Вяжем первый ряд и потом все последующие нечетные ряды следующим образом. Первую кромочную петлю снимаем. Затем следующие 2 петли провязываем вместе лицевой за заднюю стенку. Теперь левой спицей подхватываем верхнюю петлю вот таким образом. И также провязываем ее еще раз лицевой за заднюю стенку. Далее 1 изнаночная. Повторяем раппорт. 2 петли вместе лицевой за заднюю стенку. Сбрасываем петли. Теперь левой спицей подхватываем 1 верхнюю петлю и провязываем ее еще раз лицевой за заднюю стенку. Одна изнаночная. Две петли вместе лицевой за заднюю стенку. Подхватываем левой спицей петлю и провязываем ее еще раз лицевой за заднюю стенку. Одна изнаночная. И так продолжаем вязать до конца ряда. Последнюю кромочную провязываем изнаночной. Первый ряд закончили, разворачиваем вязание. Теперь вяжем второй ряд, а затем будем точно так же вязать все последующие четные ряды. Первую петлю снимаем. Далее провязываем следующую петлю лицевой за переднюю стенку. Следующую петлю снимаем как изнаночную нить перед работой. И дальше мы будем с вами повторять следующие действия. 2 петли провязываем лицевыми за переднюю стенку. Затем 1 петлю снимаем нить перед работой. Снова 2 петли лицевые. 1, 2. Следующую петлю снимаем, нить перед работой. Две петли лицевой. 1, 2.
Следующую петлю снимаем, нить перед работой. И так продолжаем вязать до конца ряда. Последнюю петлю кромочную провязываем изнанкой. При вязании французской резинки по кругу есть небольшие отличия, так как в этом случае мы вяжем все ряды по лицевой стороне. Первым делом нам необходимо набрать петли кратное 3 плюс 1 петля для соединения в круг. Я для образца набрала 27 петель, плюс 1 петля для соединения. Первый ряд и все последующие нечетные ряды, то есть 1, 3, 5 и так далее, мы вяжем точно так же, как первый ряд при поворотном вязании. Кромочных петель у нас здесь нет, поэтому начинаем вязать сразу с косички. Провязываем 2 петли вместе лицевой за заднюю стенку. Левой спицей поддеваем верхнюю петлю и провязываем за заднюю стенку лицевой повторно. Следующая петля изнаночная. И так продолжаем вязать по кругу до конца ряда. Второй ряд и все последующие четные ряды, то есть 2, 4, 6 и так далее, мы вяжем следующим образом. И как раз в нем и есть отличие от вязания поворотными рядами. Первую петлю снимаем, нить за работой. Следующую петлю провязываем изнаночной. Далее видим изнаночную, провязываем изнаночной. Переходим снова к косе. Первую петлю у косы снимаем нить за работой. Следующую провязываем изнаночной. Следующая петля изнаночная. Петлю сняли, нить за работой, 2 изнаночных. И так вяжем до конца ряда. На этом все. Пишите комментарии, как у вас получился узор и где вы хотите его применить. Будем делиться идеями. И если мастер-класс был полезным для вас, то с вас лайк и подписка. А с меня больше интересных и полезных уроков. С вами была Шура. Пока-пока!